Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сентябрь месяц, почти середина. Вот открыл улей. Видно, язычки есть. То есть они их еще не разгрызают, значит они еще соты будут печатать, не запечатали. И видно, есть пановочка на рамках. Беленькая такая появилась. С чем бы это было связано? Я уже пчел начал кормить, потому что вроде как уже сроки. Ну, не столько сроки, чтобы они меньше летали и меньше их терялось в природе. А тут встретил знакомого, а он говорит: а ты знаешь, что у нас гречиха зацвела в сентябре месяце? Второй укос посеяли, и вот он зацвел и цветет полным ходом. И я решил посмотреть, что же там у меня в улье делается. А сироп они брали, в принципе, без проблем, по литре в день. Высасывали просто в путь. То есть никаких проблем с закормом не было. Вот сейчас, видите, я улей открываю полностью. И они не дерутся. То есть воровства, как правило, нету сейчас. Ну, не как правило, его нету, потому что они не дерутся. А вот еще неделю назад попробую вот так вот улей открой. Сразу шершни набрасывается, начинает воровать, драться. Открыть улей невозможно. Сейчас тоже не особо-то откроешь улей, потому что это я чисто для видео открываю. А так надо работать в это время очень быстренько с пчелами, иначе останетесь без пчел. Так вот, сегодня тема видео: как остаться осенью без пчел, потому что я по этому поводу видео снимал много. Ну, такое обобщающее будет. Для закрепления, так сказать. Так вот, у нас же без приключений не бывает. И приключения в этом году то, что у нас в сентябре месяце зацвела гречиха. В принципе, расплод нам уже как бы не надо. И желательно, чтобы матки уже яйца много не откладывали. Они, конечно, все равно будут откладывать. Вот эту семью я даже не сокращал. Как видите, они сами сократились. Но это благополучная семья, поэтому они все делают сами. Ос нету. Вот еще неделю назад и осы летали. А сейчас появился взяток какой-то. Видно, печатает медочек. И осы пропали. То есть осы пошли жрать кого-то другого, а не пчел. Что у нас пчелы занимает? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамочек. И это сейчас час дня. Час дня. Обычно пчел надо осматривать утром, если не хотите остаться без пчел, потому что воровство. Но сейчас цветет гречиха, воровства нету, поэтому можно осматривать и днем. Так, штырит из улья запахом гречихи. Начали печатать мед. Значит, что? Значит, наша гречиха цветет уже больше 6 дней. Вот и оса лазит. А я говорил, ос в улье нет. Вот она уже и пришла. Есть, значит, осы. Простите. Значит, днем их улей никто не пустит. А сейчас ночи у нас прохладненькие. И осы могут в улья проникать. Так вот, чтобы не остаться без пчел, помните про ос. Обязательно сократите литки. Даже несмотря на то, что сейчас взяток и вроде воровства нету, все равно литок ставьте на проход 2 пчел. Пусть они лучше толпятся. Вот вся рамка забита. Печатный расплод, пятачок был, выходит. Тут все запечатано медом. В общем, сэкономили пчелы мне в этом году на сахарке. Гречиха, конечно, не лучший мед для зимовки, но в принципе пойдет. Так вот, обязательно сократите литки. Во-первых, вот она прибежала. Ах ты же гадина. Волчара позорная. Пришла уже красть в моем улье. Обязательно сократите литки. Не сократите литки, можете остаться без пчел. Обязательно расплод открытый, если он у вас еще есть. Ставьте напротив литка, потому что пчелы охраняют литок, когда похолодает, только если там против него стоит расплод. Если напротив него расплод не стоит, они литки не охраняют. И осы беспрепятственно заходят, и пчелы воровки беспрепятственно заходят. Рамочка с расплодом. Все, запечатанная, красивая, чудесная рамочка с расплодом. И сейчас мы, наверное, эту рамочку заберем, потому что там у меня есть кого усиливать. Так, помечу эту рамочку, заберу. Для семьи с запасной маткой, потому что у меня есть матка молодая. А пчел для зимовки там не хватает. Так вот, первые 2 условия. Обязательно сократите литки, обязательно расплод напротив литка. Что после взятка? Как остаться без пчел после взятка? Вот закончился у нас подсолнух. И как остаться без пчел?
После подсолнуха две беды. Вот сейчас видите, висят пчелки внизу рамок. Вроде как роевые, но это не роевые пчелки, это зимние пчелки, тунеядцы, которые ничего не делают, потому что нету более ленивого зверя в природе, чем зимняя пчела. Зимняя пчела абсолютно ничего делать не будет. Так вот, после взятка, если у вас семья взяток взяла не полностью, то есть не отработала на взятки на все 100%, у нее остается физиологически молодая сильная пчела, и у нас происходит августовское роение. Раньше такого не было. Пишут в комментариях, а вот раньше такого не было. Раньше и климат у нас был другой. Раньше в сентябре месяце уже в курточках ходили, а сейчас жара 28 градусов. Поэтому августовское роение дело сейчас обычное уже для нас, и его надо пресекать. Так вот, выкачали мед. Главное выкачать мед правильно. Если вовремя выкачаете мед, то августовского роения вам удастся избежать. Если мед выкачаете сильно поздно, пчела проленится на медосборе по причине того, что у нее не будет нектарных полей, не будет куда собирать меду. Потом мед выкачаете, и пчелы у вас сразу начнут роиться. Чтобы этого избежать, надо пчел загрузить работой. Как их загрузить работой? Либо чтобы матка кидала множество яиц, либо чтобы они таскали мед туда-сюда. Значит, берете мед из гнезда, который есть, ставите в другую сторону улья, и чтобы они тянули мед из одного угла улья в другой угол улья. Это, конечно, заморочная работа, но тем не менее это спасает от августовского роения. Августовское роение — это буквально там дней 20 надо их продержать, чтобы они не роились, а дальше они уже роиться не будут, потому что после подсолнуха семья проседает. И вот как раз на этом периоде, когда взяток уже с подсолнуха закончился, а семья еще не просела, она еще довольно сильная, вот тут случаются августовские роения. И вообще семью надо всегда держать в тонусе целый год, круглый год, чтобы они чего-то делали, потому что семья, которая ничего не делает, та семья начинает заниматься ерундой. Так. Печатный расплод, все в меду. В общем, эту семью кормить не надо. Потому что что? Потому что тут куча расплода. Так, ну по августовскому роению ясно, да? Загружаете их работой. Можно загружать вощиной, если тянут, если там еще какие-то взятки есть. Потому что без взятка они тянуть не будут. На расплод можно загружать, на перенос меда можно загружать. В общем, надо загрузить, чтобы они не изроились. А если вдруг начали роиться, значит надо применять противороевой метод и сбивать им этот настрой. Осенью даже помогает просто вырезание маточников. То есть вырезаете роевые маточники тупо. Главное ни одного не пропустить. И тогда они тоже перестанут роиться, потому что семья скоро ослабнет после взятка. И уже роиться не будет кому. Ну, правда, это опять же кусок работы. Это если 1-2 улья, то можно каждые 10 дней залезать и резать маточники у тех, кто решил зароиться. Если семья, то есть пасека большая, то замучитесь это делать. Там немножко надо по-другому. Там надо просто пчел загружать работой. Так, еще одна причина, когда вы останетесь без пчел, это если пчелы у вас не нарастят августовской пчелы. Потому что основная масса зимующих пчел — это пчелы, которые родились в августе. А подсолнух у нас заканчивается в конце июля. Оса прилетела. Ах ты ж скотина. Уже они вот здесь бегают. Вот видите? Оса, сволочь. Дали ей по шее. Пущай летит. Значит, подсолнух закончился в конце июля. В августе начинаем наращивать семьи. А они взяли, и вот как в этом случае, что-то зацвело и затащили в улей кучу меда. И залили все ячейки. И матке некуда откладывать яиц. У нас в этом году такой проблемы не было. Было все наоборот. Мед выкачал, и был недостаток меда в ульях. Пришлось его немножко еще возвращать. А вот теперь все пчелы залили гречневым медом. И таким способом они ограничили матку. Вот точно так может произойти в августе. Только у меня это произошло в сентябре, а все это может произойти в августе. И тогда, если пчелки ваши не нарастят в зиму хорошую семью,
то вы тоже останетесь без пчел. Поэтому нужно следить за местом под засев для матки. Ну, обычно они в августе белок себе и сами найдут, пыльцу. Кормить не надо. И нектар какой-то найдут, тоже кормить не надо. Вот позаботиться о том, чтобы у них было место под засев, надо обязательно. Этого не сделаете, останетесь без пчел. Вот пчелка с пыльцой на лапках, значит, еще носят пыльцу. Августовское роение страшно не тем, что вы пчел потеряете, а страшно тем, что вы матку потеряете. Потому что в августе месяце матки уже, если и выведутся, то нормально они отработать уже не успеют. Поэтому семьи будут слабые. Вот как случилось в той семье, куда я сейчас отнесу этот расплод. Потому что там я матку у них забрал, отдал другой семье, а те себе пока вывели матку, то от них ничего не осталось. Но я, честно говоря, думал, что они и матки себе не выведут. Но они вывели. Так, забираем эту рамочку. Обязательно в августе надо наращивать пчелу. Не будете наращивать, считайте, что гайки. Можно применять стимулирующие подкормки. Можно делать что угодно. Главное, чтобы они наращивали пчелок. Еще одна причина, по которой вы потеряете пасеку, это если у вас пчелы будут летать в безвзяточный период. Вот подсолнух отцвел, как у нас в этом году. Август пришел, а в природе нифига. По той причине, что у нас жара по 35 градусов. 35 градусов никакое растение меду не выделяет. А значит, пчелы что? Ничего собрать не могут. А собрать хочется, потому что меду что нету, я что его забрал. Там многие в комментариях пишут: не забирай. Ну, даже если вы не заберете, все равно пчела в улье делится на две категории. Та зимняя пчела, которая вот висит под рамками. Если, кстати, у вас под рамками висит такая пчела, это для зимовки семья потенциально благополучная. Если пчела не висит под рамками, вот в этот период сентябрьский, это значит, что у вас нету ленивой пчелы, то есть зимней, потому что нету ленивее зверя, чем зимняя пчела. Зимняя пчела нифига работать не будет, она будет экономить ресурс до весны. Зимняя пчела очень ленивая, вопреки всем тем сказкам, которые рассказывают, что трудолюбивый, как пчелка, ленивый, как зимняя пчела. Вот правильное изречение. Потому что зимние пчелы такие ленивые твари, такие ленивые. Даже больше ленивые, чем мой кот и я вместе взятые. Если у вас под рамками эта ленивая пчела осенью не висит, то, скорее всего, у вас ее просто нету. Если у вас нету ленивой пчелы, значит, у вас нету зимней пчелы. А значит, зимовочка ваша пройдет неуспешно, потому что зимние пчелки вы не нарастили. Так вот, что делать, чтобы не потерять пасеку, если у вас взятку нету, а пчелы стремятся на вылет, а пчелы будут летать. Так вот, что будут делать ваши пчелы, если у них меду нету, вы забрали, и взятку в природе нету. А пчела не может не летать, потому что есть зимняя ленивая пчела, которую фиг заставишь работать. И есть пчела летняя, которая не собирается зимовать, она будет работать, потому что пчела без работы сидеть почти не может. Ей постоянно надо что-то делать. И вот в этом случае они либо полетят искать что-то, какое-то растение, которое дает даже минимальный какой-то взяток, и будут из него собирать мед, либо пойдут воровать по чужим ульям. И то очень плохо, потому что пойдут воровать. Во-первых, будут воровать ваши же ульи у ваших же ульев, поразбивают друг друга. Это большая трагедия, когда свои на своих. И вторая трагедия, когда они полетят где-то в поле, там взятка мало, и они свой ресурс там истратят. Потому что от чего пчелка помирает? От того, что истрепываются крылья. Вот она полетела, пчеловылеты сделала, ресурс крыла закончился, она упала и погибла. И у вас пчелиная семья раз и растаяла. И нету кому выращивать зимней пчелы. Так вот, после того, как закончился главный взяток, и вы собираетесь наращивать пчелу в зиму, главное пчел удержать в улье, если в природе ничего нет. Значит, как их удержать в улье, рассказывал. Берете и даете им сиропчик, ну или мед, или сыту медовую. В количестве по литре, полторы в день. Ну, если полторы, можете давать раз в 2 дня. Ну, где-то так, чтобы попадало
грамм 700-800 литра на сутки из такого расчета. Потому что в книжке вы можете прочитать чудесные статьи про стимулирование наращивания пчелы. Там написано давать 200-300 миллиграмм в сутки, а вам надо давать около 800 литров в сутки. Так вот, в чем разница? В чем разница между стимулирующей подкормкой? И вот уже начинают драться. То есть уже напад пошел, чужие пчелы прилетели. Надо заканчивать разглагольствовать, надо снять видео до конца. В чем разница между стимулирующей подкормкой на расплод, чтобы они больше расплода выращивали, и подкормкой, которая удерживает пчел в улье? Когда вы даете 200-300 грамм стимулирующую на расплод, то они эти 200-300 грамм тут же и съели. И в этом случае пчелы ничего в соты отложить не могут. А значит что? А значит, это действует на них стимулирующее, потому что они, если им ничего не дать и в семье нету меда, это тоже ошибка. Без меда они расплод выращивать не будут, потому что они перейдут в эконом-режим. Если выкачали весь мед и у них ничего нет, зимней пчелы тоже не будет. Надо немножко оставлять. Если забрали все лишнее, отдайте назад. Я бывает так иногда и делаю. Забираю все, а потом вижу, что поддерживающего взятка нет, начинаю им этот мед возвращать назад. Таким способом и удерживаю их в улье, и стимулирую на расплод. И вроде как 2 зайца убил сразу. Ну, правда, немножко работы больше, конечно. Так вот, а чтобы удержать пчел в улье, надо давать по 800 по литру в день. Тогда пчелы расходуют 200-300 грамм на выращивание расплода, а все остальное откладывают в соты. Как только они это начинают откладывать в соты, они начинают выгонять из этого воду, то есть или из сиропа, или из медовой сыты, и они тогда при работе. И тогда пчелы находятся в улье, выгоняют мед. И вот этот безвзяточный период, до того, как что-то зацветет в природе, или золотарник, или вот как, допустим, сейчас гречка зацвела, вы таким способом пчелок удерживаете в улье. В этом случае они и расплод выращивают, и в улье находятся. Потому что если им не давать этого сиропа, то, соответственно, и расплода будет мало, и они все пойдут на воровство и погибнут. То есть семьи растают, как заячье сало. И останетесь осенью без пчел. Будет у вас семьи по 3-4 рамочки ослабшие. И, соответственно, весной акации вам не видать. Вот это вот большая трагедия. Так что тут с подкормкой осенью надо быть очень сильно аккуратным. И делать все правильно, потому что от подкормки осенью, то есть от этой рокировки кормами, очень сильно зависит сила семьи, с которой она пойдет в зиму. И если все сделать абсолютно неправильно, то лишитесь своей пасеки. Ну, вернее, не пасеки, а лишитесь сильных семей. Весной будут у вас слабенькие, хиленькие семьи. И один геморрой, а не майский мед. Так, ну и опять же переходим к тому, что не забываем про наших любимых ос. Как только похолодает, сейчас еще не похолодало, осы опасности не представляют особой. Но вот как только похолодает, а вечером уже у нас и утром прохладненько, пчелы начинают сбиваться в клуб. Сейчас они еще не сбиваются в клуб, потому что у них открытый расплод есть в некоторых ульях. И таким способом они поддерживают температуру, нужную для расплода. То есть, поэтому они сейчас активные, в клуб не сбиваются, и это ничем страшным не грозит. А вот как только они начнут сбиваться в клуб, как у них закончится открытый расплод, и уже будет выходить последний закрытый, вот тут осы себя проявят на всю катушку. Поэтому с осами надо быть тоже осторожным. Осы способны уничтожить всю вашу пасеку. Не одну семью, а всю пасеку под корень. Я уже это проходил, и ну его в баню. То есть надо бороться. Ну, я лично борюсь тем, что закрываю литки, когда похолодает. Но это кому нравится, кому не нравится. Лично я так делаю уже не первый год, и все проходит на ура. И семьи целые, и пчелы остаются в улье, и осы голодные, слава богу. Так, и можно остаться без пчел, когда происходит воровство. Вот когда в природе ничего нет, сейчас нам это не грозит, потому что гречиха. А вот если бы гречихи не было, тут бы улья открыть было невозможно. Началось бы воровство. Когда начинается период воровства, понять очень просто. В своих видео рассказывал не раз. Опять же повторю, приходите на пасеку и видите, что пчелы летают низко, на высоте 1 метр. Летают низко и все вокруг обнюхивают. Кто летает на высоте 1 метр?
пчелы-воровки. Они летают на такой низкой высоте, потому что ищут, где чего украсть. Нормальная пчела, которая летает за медом, поднимается на высоту около 5 метров и летит на массив. То есть вы эту пчелу практически не замечаете, потому что она летает над вами. А вот пчела-воровка летает низко над землей. И сразу видно, пришли на пасеку, пчелы летают низко. Значит, что? Воровки. Значит, надо защищаться от воровства. Сокращайте литки. Поменьше открывайте улья, подкормка утром или вечером. Сироп по пасеке на улья не разливайте. Ну, в общем, обычные меры безопасности, потому что пчелы-воровки способны вынести все ваши улья. Пчелиное воровство, пчелиный напад очень страшная штука. Проявляется весной и осенью, особенно осенью, и может закончиться очень плачевно. Поэтому такие вот дела. Вот такими вот незамысловатыми приемами, вот осу поймали и мутузят, и мутузят. Правильно, мутузьте ее, сволочь, замочите ее. Я вам помогу, если смогу. Так, пошла внутрь, капец той осе. Ну, как видите, осы ничего не боятся и в наглую просто прыгает в середину улья. Это для тех, кто говорит, что осы пчелы прогоняют, они в улье не зайдут. Вот видите, как не заходят. Ей вообще плевать, оно просто село на рамки. Ее мутузят, а ей пофиг. Она лезет на рамки. Пчелы очень злобные существа. Притом у них хитиновый покров скользкий и очень твердый. Пчелы ее пробить жалом не могут. Поэтому они, эти осы, не сильно-то пчел и боятся. Пчелы практически перед осами беззащитные. Поэтому защищать пчел от ос надо вам. Осы не вымерзают, потому что зим нету, ос становится очень много. Их становится очень много, жрать им нечего, они нападают на пчелиные семьи. Раньше не нападали, а сейчас начинают нападать, потому что их в природе очень много. Потому что тоже задают вопрос, вот раньше ос тоже было много и было все нормально. Раньше их так много не было, раньше были холодные зимы, они понемножку такие вымерзали. А сейчас все с ног на голову перевернулось. И это большая проблема. Ну, сейчас еще страшный период ос не пришел. Это где-то дней через 15-20 начнется. И еще одна причина, из-за которой вы можете остаться осенью без пчел. Это вот как раз как в этом году. Нежданный обильный взяток. Гречка зацвела, на которую никто не рассчитывал. А уже сентябрь месяц. И вот у меня дилемма. Гречки у нас не было уже, наверное, лет 15. И вот тут есть желание и гречневого меда качнуть. Темного, густого и вкусного, которого не было 15 лет. Но я же понимаю, что если я начну собирать этот мед семьями, то у меня семьи полягут в медосборе, потому что риску с крыла никто не отменял. А сейчас я нарастил уже зимнюю пчелку, и если сейчас я их отправлю за медом, то мобилизируется на обильном взятке вся семья, в том числе и зимняя пчела. А как мы знаем, в пчеловодстве очень простое правило: либо пчелы, либо мед. Так вот, если они понесут мне мед интенсивно, я, конечно, могу взять гречиху. Очень хорошо могу взять и еще качнуть, и еще ее и продать. Но дело в том, что мои семьи к зиме будут очень слабыми. Потому что они износятся на взятке, на позднем нежданном гречихе, а семья восстанавливается 30 дней. А 30 дней у меня уже нету, потому что там холода, и уже мы не успеем восстановиться. Поэтому пчелиные семьи пойдут в зиму слабенькими. И вот такая вот дилемма. И хочется, и колется. И метку гречневого хочется, и семьи положить не хочется. И вот тут надо принять волевое решение. Либо мы идем за медом, либо мы оставляем семьи зимовать в силе, но отказываемся от гречки. И вот что делать? Хоть стой, хоть плачь, что-то надо решать. Ну, несколько семей оставлю на гречку, переведу, пожертвую ими, чтобы накачать гречки хотя бы из 2 ульев. Для себя чисто. Ну, а все остальные на медосбор не пущу. То есть оставлю улье. И тут же опять задавали вопрос, как так сделать, чтобы пчел не пустить не медосбор. Как отменить медосбор? Такой вопрос задают в саркастической форме. Медосбор вы, конечно, не отмените, но пчел на взяток можете не пустить. Как не пустить пчел на взяток? Очень просто. Надо им не оставить места под занос меда, то есть сократить нектарные поля. Они занесут все, что у них было, зальют все ячейки, ограничат, конечно, при этом матку. Это неизбежно, за этим придется следить, если вам еще расплод надо. Но у нас уже почти середина сентября, тот расплод уже особо-то и не надо. Пусть себе заливают. Они все зальют, все подобьют, все запечатают.
И таким образом у них не будет нектарных плей, не будет куда приносить нектар, они успокоятся. И таким образом они на гречку больше не пойдут, некуда складывать. Некуда складывать, не надо летать. Зимние пчелы самые ленивые твари в мире. Если у зимней пчелы есть возможность не работать, она работать не будет. Вот этим правилом пользуемся. И если вдруг так случилось, что у нас поздний взяток, который может побить наши семьи, то есть сильно-сильно их ослабить, можем сделать таким вот способом. Сокращаем гнездо, они все заливают, и на этом все. Зато у нас получается комплект меда на зиму, подкармливать особо-то не надо, кроме страховочного сахара. При этом гнезда пчел тоже складывать практически не надо. Они и сами все сложат, вытянули только пустые рамки из-под расплода, если они их не успеют залить. И гнездо уже сложно, потому что рамки будут все забиты медом. И пчелы останутся целыми, потому что они не износятся на гречихе, то есть на полном взятке. Так вот, полный взяток — это тоже одна из причин, из-за которой вы можете остаться без пчел. И вроде хорошо, и вроде плохо. Хочешь смейся, хочешь плачь, а такая вот дилемма. Так что за поздними взятками тоже надо следить. Если видите, что у вас пчелы низко-низко летали, было сильное воровство, а тут оно раз и резко исчезло. Надо призадуматься, может что-то у пчел поменялось, раз они не воруют друг у друга, значит они где-то берут в другом месте. Может быть, на сахарный завод летают, а может быть и взяток. Кстати, если сахарный завод близко, то тоже может быть такая история, потому что им все равно откуда тянуть сахар, то ли с сахарного завода, то ли из поля с гречихой. Так что у кого пасека возле сахарных заводов, тоже надо за этим делом очень внимательно следить. Там вообще своя специфика пчеловодства возле таких предприятий. Кондитерских, сахарных заводов и прочих, где пчелы могут наворовать себе на зиму какого-то корма. Там все надо делать очень не так, как в других пасеках. Не сократили литки, не нарастили на зиму пчелы, потому что все забили медом, вы не проконтролировали. Августовское роение, воровство, осы и неправильная подкормка. Вот остальные факторы, которые позволят вам из пчеловода перейти в разряд обычных граждан. А мне бы этого очень не хотелось, потому что мне нужно больше подписчиков и просмотров, потому что я очень до этого дела жадный. Поэтому не забывайте передавать привет моим мохнатеньким чудовищам и обязательно ставить лайк и комментарий внизу под видео. Передавайте привет.